Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами снова тестируем системы. Сегодняшняя система называется дюжины и колонны. Суть этой системы в том, чтобы ставить на представленные дюжины, а у нас их 3. Вот это первая дюжина, это вторая и третья. Естественно, колонны. Первая колонна, вторая и третья. Ставить мы будем сразу на 2 колонны и на 2 дюжины, чередуя ставки то на колонны, то на дюжины. Сегодня мы с вами снова в Европа Казино и играть будем во французскую рулетку, так как она мне больше всего нравится. Ну и конечно, потому что при выпадении зеро 50% ставки возвращается ко мне на счет. В отличие от европейской рулетки и американской рулетки, а у американской рулетки, как вы знаете, еще есть и второе зеро, за счет второго зеро преимущество казино в американской рулетке составляет аж 5,26%, поэтому нам выгодно играть во французскую рулетку, особенно это касается стратегий, где мы ставим больше денег, чем выигрываем. А выигрываем мы меньше. В этой стратегии мы будем ставить по 10 центов на 2 колонны или на 2 дюжины, то есть общая ставка будет составлять 20 центов, а выигрывать всего 10 при каждом выигрышном спине. Ну что ж, поехали. Ставим на первую и вторую колонну по одному, хотел сказать, доллару. Будем ставить по 10 центов. Итак, мы выиграли. Выпала вторая колонна. Выплата 2 к 1. Первая колонна, можно сказать, как подстраховочная, в этой ставке проиграла. Я думаю, понятно, что ставим мы на 2 колонны, чтобы закрыть как можно больше номеров. Теперь ставим на те колонны, которые не выпали прошлый спин. Это первая колонна и третья. Опять выиграли. Теперь на вторую и третью. Всегда ставим на те колонны, которые не выпадали. Проиграли. Теперь необходимо утроить ставки на этих же колоннах. Снова проиграли. Еще раз утраиваемся. Выиграли. Снова ставим с начальной ставки на колонны, которые не выпали в прошлый раз. Выиграли. Снова выиграли. Давайте перейдем на дюжины. Стратегия та же самая. У нас последний раз выпадала семерка. Это первая дюжина. Поэтому ставим на вторую и третью. Также при проигрыше утраиваемся. Выигрываем. Можно чередовать, то есть ставить, допустим, 5 спинов на колонны, потом 5 спинов на дюжины. Либо делать это через каждый ход. Данная система интересна тем, что в отличие от системы на равные шансы, где мы при ставке закрываем 49% стола, в пользу казино играет еще зеро, то есть здесь мы покрываем 66% стола.
Поиграем на колонны. Я думаю, суть этой системы ясна. Есть еще один секрет, связанный с этой системой, который я тоже хотел бы вам рассказать. Во-первых, рано или поздно все-таки здесь также возможны длинные цепочки, как это не удивительно. Что при мартингеле, что при чернышове, что при усовершенствованном мартингеле или усовершенствованном чернышове. Цепочки будут заключаться в том, что, например, если вы поставили на первую или вторую колонну, будет постоянно выпадать третья. Здесь у нас 12 цифр. В том числе на каждой из этих цифр ставка еще может по нескольку раз выпасть. Эта цепочка тоже может быть очень длинной. Не удивляйтесь. И поэтому рекомендация такая: усовершенствовать эту систему. Усовершенствовать каким образом? То есть включить сюда элементы игры по системе Чернышова. Удлинить цепочку с помощью холостых спинов. Подождать, когда одна из колонн не выпадет 4 раза подряд, как минимум. Крутите рулетку, пока, допустим, первая колонна не выпадет 4 раза. После этого ставить на нее и на вторую колонну, на которую реже всего выпадал спин. Я делал то же самое, как и при Чернышове. То есть я ждал 8 спинов, пока не выпадет подряд на колонну. И только потом ставил, хотя приходилось ждать долго, но и риск минимальный. Еще нужно обязательно записывать каждый спин, чтобы не сбиться. Конечно, время игры увеличивалось, но это помогало мне выигрывать. Хочу обратить ваше внимание, что здесь рискуемая сумма больше, чем в игре по системе Чернышова или усовершенствованном Мартингеле за счет двойных ставок. Соответственно, и депозит нужно рассчитывать в зависимости от ваших ставок.
Мы с вами играем уже практически 11 минут, а выиграли всего $2 40 центов. Как бы это смешно не звучало. Если бы мы делали ставки не по 10 центов, а по доллару, то мы бы уже выиграли $24. Да, такая система. На нее нужно очень много времени. Но зато она наименее агрессивная и опасная. Я бы советовал ее новичкам для того, чтобы потренироваться и потом уже переходить на более агрессивные системы. Увеличим начальную ставку до $1. Ставим по $1. Сразу попадаем в цепочку. Давайте доведем выигрыш до $10 и закончим игру. Итак, вот мы выиграли $10 60 центов. Ничего сложного в этой системе нет. Я думаю, вы будете ее использовать в своей игре. Все, всего доброго. До новых встреч.